закончили рассмотрение локальных экстремумов, оказывается, что дифференциальные свойства функции могут упростить изучение и других геометрических свойств этой же функции. Вот, это мы тоже сейчас рассмотрим, начнем, по крайней мере. Пункт будет называться так, выпуклый функции. Выпуклый. Если анализировать графики функций, то помимо таких свойств, как там, локальные экстремумы, да, возрастание, убывание, можно еще обратить внимание на свойства выпуклости. Вот, рассмотрим пример, картинку нарисуем. Вот, предположим, у нас функция f определена на интервале AB. Вот я ее нарисовал, как она выглядит, да? Как выглядит график этой функции. Y равняется f от x. Или можно нарисовать функцию вот таким образом. Обе функции выпуклые, но по-разному, да? Вот говорят, что функция с такой картинкой выпукла вверх, логично, да, выпукла вверх, а это выпукло вниз. Это, конечно, не строгое определение. Вот давайте подумаем, а как строгое определение дать? Вот глядя на картинку. Как, используя какие-то более аккуратные понятия, вот сказать, что на каком-то интервале функция выпукла вверх. Функция выпукла вверх. Почему? Вторая производная, это мы свойства рассмотрим, в которых действительно будет фигурировать вторая производная. Но мы же хотим интуитивно получить разумное определение. Можно через касательную, а можно через секущую. Это два подхода. Вот давайте мы начнем с подхода, который использует секущую. Вот смотрите. Какие бы мы две точки на этом интервале не взяли, если мы проведем через эти точки секущую, то она будет располагаться ниже, чем соответствующая часть графика функции. Вот где у нас проходит секущая, вот где проходит график функции. И тут важно, что это справедливо для любых выбранных точек. Вот если я здесь возьму и здесь, и проведу здесь секущую, то тоже будет располагаться график функции выше графика секущей. Нельзя сказать, что вот это должно выполняться только для концов, потому что мало ли что тут может происходить. Да? Здесь может, вот, я тут такую штуку нарисую, да, и тогда, естественно, никакой выпуклости не будет в целом для АБ. Значит, надо, чтобы для любых двух точек, выбранных между А и Б, вот выполнялось то, что я сказал. Чтобы в данном случае секущая лежала ниже, чем график функции, а в данном случае, чтобы она лежала выше. Ну вот, на словах так и можно сказать. Да, значит, функция называется выпуклой вверх на интервале АБ. Если для любых точек x1, x2 из этого интервала график секущий, проведенный через точки x1, f от x1 и x2, f от x2, лежит ниже графика функции на интервале x1, x2. Ниже лежит. А выпуклая будет вниз, если то же самое, но график секущий, проведенный через эти точки, лежит выше графика функции на
тут очень важно подчеркнуть, что для любых x1, x2, для любых x1, ну вот выше, ниже, это, конечно, хорошо, если мы на картинку смотрим. Как в виде формулы записать? Для того, чтобы записать в виде формулы, мы должны вспомнить формулу уравнения секущей. Уравнение секущей. И нам еще будет удобно его немножко преобразовать. Вот давайте этим и займемся. Значит, выберем точки x1, x2. Для определенности будем считать, что x1 меньше, чем x2. Есть у нас функция. Запишем уравнение секущей. Вот вначале в том виде, которое мы использовали, когда обсуждали геометрическое свойство, геометрический смысл производной. Значит, f от x минус f от x1 равняется f от x2 минус f от x1. Здесь мы просто пишем конечные превращения, да? То, что в пределе даст нам производную. А здесь будет x минус x1. Ну и, конечно, следует проверить, нигде ли мы не ошиблись, проверить, что, ну то, что это прямая, понятно. f от x это на самом деле y, да? Y можно написать. Вот уравнение. Это уравнение прямое, потому что x входит линейным образом. Осталось только проверить, что эта прямая проходит через данные две точки. Что она проходит через точку x1 и f от x1. И если f от x1 взять, здесь будет 0. Если здесь взять x1, тоже будет 0. Значит, проходит. x2, f от x2. Здесь тогда у нас будет f от x2 минус f от x1. А здесь будет x2 минус x1, они сократятся, и тоже будет у нас f от x2 минус f от x1. То есть тоже наше уравнение превратится в равенство. Значит, это действительно секущая, которая проходит через данные две точки. Ну вот выпуклость вверх. Давайте мы нарисуем соответствующую картинку. Вот. Поскольку уравнение кривой, определяемой функцией, мы записываем, как y равняется f от x, мне удобно и, собственно, уравнение секущей тоже записать в виде y равняется что-то там. Вот давайте посмотрим, как это можно сделать, как это можно немножко упростить, сделать более симметрично. Y равняется f от x2, немножко преобразую. Сразу я припишу вот эти разности каждому слагаемому вверху. Ну, а здесь просто переброшу пока f от x1. Это пока не очень симметрично, согласитесь. Давайте я f от x1 тоже приведу к этому же знаменателю, чтобы у нас был знаменатель один и тот же, общий x2 минус x1. Давайте я не буду много раз или записать, давайте. Значит, y равняется. Значит, f от x2 я вообще трогать не буду, тут ничего уже не усовершенствуешь. А здесь я раскрою скобки. Минус f от x1 на x плюс f от x1 на x1. А здесь что будет? Плюс f от x1 на x2 минус f от x1 на x1. Ну и общая черта, и тут будет x2 минус x1. Зачем я раскрыл скобки? Чтобы вы увидели, что вот эти два слагаемых уходят. f от x1 умноженный на x1 пропадает. А тут вот что остается. Да? Причем тут, видите, минус, а тут плюс. Значит, окончательно, это стоит даже отдельно записать, вот здесь, мы получаем
Вот такой вариант уравнения секущей. Его, конечно, сложнее запомнить, чем вот такой. Здесь легко, потому что очень похоже на производную, да? Но кое-что здесь нам позволит его легко запомнить. Сейчас мы это обсудим. Значит, y равняется. Я так запишу. Y равняется L x1, x2 в точке x. Это вот вся эта длинная, страшная правая часть. А что такое L, сейчас я напишу отдельно. Значит, L от x1, x2 от x равняется. Так. Ну давайте с этого начнем. F от x1. На что нужно умножать? Смотрите, вот x2 со знаком плюс, x со знаком минус. Значит, это будет умножаться на x2 минус x. Второе слагаемое, тоже со знаком плюс, f от x2. А здесь, видите, x минус x1. X минус x1. И поделить на x2 минус x1. Ну, во-первых, можно здесь тоже проверить, что при подстановке этих двух точек мы получим истинное равенство. Да? Как вот эту формулу запомнить? Ну, запомнить надо, что это дробь, разумеется, да? Что тут у нас возникает f от x1, и если тут стоит f от x1, то тут уже x1 не будет, будет только x2 и x. Во втором слагаемом будет f от x2, и тогда здесь не будет x2, будет только x и x1. И осталось нам, да, а внизу вообще иксов не будет, так? Иксы входят только линейно. Ну, это уравнение прямой должно быть. И осталось нам только запомнить, что из чего вычитать. Вот, видите вы что-то общее во всех трех этих разностях, что позволит нам запомнить, что из чего вычитать. Смотрите, вот это у нас x1, это у нас x2, а x нас интересует как раз лежащий между, да, как правильно. Он, конечно, может быть и слева, и справа, но нас интересует в данном случае именно поведение нашей секущей между x1 и x2. Так вот, что можно сказать обо всех этих разностях? Они все положительные. Они все положительные. Мы всегда из большего вычитаем меньше, если предположить, что x находится между x1 и x2. Внизу x из x2 вычитаем x1. Положительное отличие. Здесь из x2 вычитаем x, тоже положительное. А здесь мы из x вычитаем x1, тоже положительное. Ну вот так можно попытаться эту формулу запомнить, чтобы ее не выводить каждый раз из этой формулы. И вот если у нас есть такое представление, видите, вот это уравнение секущей. А уравнение самой функции это, естественно, y равняется f от x. Уравнение самой функции. Ну и вот мы теперь можем записать аккуратно в виде формулы, что означает выпуклость вверх. Значит, f от x выпукла вверх на интервале b, если для любых x1 и x2, принадлежащих АБ, мы всегда предполагаем, что x1 меньше x2, хотя это не важно. Так? Мы можем другого порешать. Выполняется. Что выполняется? Еще раз повторяю. Вот это y равняется f от x, а вот это y равняется L от x1, x2, x. Так? Какой y больше? Y должен быть больше для графика функции. Значит, выполняется следующее. Для любого
x, принадлежащего интервалу x1, x2, f от x больше, чем L от x1, x2 от x. График функции лежит выше графика секущей. На всем вот этом промежутке, причем какой бы промежуток x1, x2 мы не взяли. Вот. А выпуклость вниз абсолютно так же определяется, только знак должен быть в другую сторону. Ну, сами запишите. Значит, выпуклость вниз на b есть для любых x, x1, x2 из AB, для любого x из вот этого выбранного интервала f от x будет меньше, чем L x1, x2 от x. Ну и картинку, конечно, надо привести, потому что именно по картинке мы все эти неравенства и записываем. Понятно? Эти формулы нам позволят сравнительно легко доказать теорему, которая связывает выпуклость и дифференцируемость. Ну, кто-то уже заикался про вторую производную. Действительно, тут вот надо смотреть на вторую производную. Первая производная отвечает за особые точки, за точки, которые могут оказаться локальными экстремумами. Можно сказать еще, что знак первой производной отвечает за возрастание и убывание. Это даже ближе к нашей ситуации. Возрастает функция или убывает, это определяется знаком первой производной. Оказывается, знак второй производной определяет, выпукла она вниз или выпукла вверх. Всего-навсего. А когда вторая производная равняется нулю, это вот некая особая ситуация. Как, собственно, особая ситуация является нулевая первая производная относительно вот экстремума. Вот. Ну, особую ситуацию, не знаю, успеем мы сегодня или нет. А вот насчет положительной и отрицательной второй производной мы сейчас теорему сформулируем. Так, ну это я стираю, мы все уже вывели. Так нам вот эта формула будет нужна. Теорема. Это, собственно, достаточное условие выпуклости. Пусть функция дифференцируема до второго порядка на интервале f. Значит, f дифференцируема до порядка 2 на интервале AB. Значит, у нее обязательно есть непрерывная первая производная и есть какая-то вторая на всем интервале. Для второй производной не требуется, чтобы она была непрерывной. Лишь бы она была. Тогда, если для любого x из интервала AB вторая производная этого x больше нуля, то f выпукла вниз на интервале AB. Так это легко проверить. Если же для любого x из AB f два штриха от x меньше нуля, то f, естественно, выпукла вверх на интервале AB. Докажем эту теорему. Что мы хотим доказать? Мы хотим исследовать вот такую разность. L x1 x2 минус f от x. Да? Причем мы выбираем произвольные x1, x2 из интервала AB и выбираем произвольный x из интервала
чтобы нарисовать картинку, это полезно. Значит, АВ я рисовать не буду, мне сейчас это не важно. Вот это будет x1, это будет какой-то x, это будет x2. И что я хочу доказать? Я хочу доказать, что для любого x, ну, собственно, и для любых x1, x2 на самом-то деле, да, вот эта разность будет иметь одинаковый знак. Вот, скажем, для выпуклости вниз, надо, чтобы для выпуклости вниз, смотрите, надо, чтобы, давайте я напишу, это выпуклость вверх, все-таки, а f от x меньше a x1, x2, это выпуклость вниз. Так вот, для выпуклости вниз видно, да, что нам нужно доказать, что эта величина будет строго больше 0. Вот если мы это докажем, а если мы вот, предполагаем, что это условие выполняется, то теорема будет доказана. Вот. Ну, а если предполагать, что это выполняется, тогда ну, мы докажем, что в данном случае функция выпукла вверх. Вот это наша цель. Что это для любого x, и для любых x1, x2 также выбор. Значит, еще раз, здесь всюду, давайте для определенности считать, что f2 штриха больше 0. Вот на всем таком коне. И вот сейчас у нас будет несколько таких симпатичных выкладок, мягко говоря. Переписываю, что такое f. f от x1, x2 минус x, плюс f от x2, x минус x1, разогнаться здесь, поделить на x2 минус x1. Давайте я сразу приведу к общему знаменателю. Значит, будет теперь еще минус f от x просто, x2 минус x1. Ну и тут, естественно, тоже x2 минус x1. Честно говоря, этот знаменатель мне не хочется тянуть, потому что у него знак, естественно, плюс, и, в общем, от него ничего не зависит. Меня интересует, что вот здесь для любых иксов будет знак плюс. Может, давайте мы не будем дробь писать, а займемся только вот этой частью, числителя. Значит, проанализируем знак числителя. Я хочу доказать, что если вот это выполняется, да, то знак числителя будет обязательно всегда плюс. Давай сделаем. Вот я хочу скомбинировать вот эти функции. x2 минус x1 меня не очень устраивает. Но я могу что сделать? Написать x2 минус x плюс x минус x1. И тогда у меня получится как раз те же разности, которые есть и здесь. Вот я с этого начну. Значит, f от x1 я пока трогать не буду. У нас когда звонок? Ага, ну прекрасно. x2 минус x плюс f от x2, x минус x1. А здесь я давайте сразу скобки раскрою. Минус f от x умножается на x2 минус x. И опять же минус f от x минус x1. Повторяю, знаменатель писать не буду, потому что он у нас никогда не будет меняться. Ну что я вижу? Вот тут у нас x2 минус x, тут у нас x2 минус x. Замечательно. Ну, собственно говоря, и тут у нас все хорошо. X минус x1, x минус x1. Значит, это можно переписать в таком виде. f от x. Там знак неправильно. Неправильно? Что неправильно? Ну, когда мы раскрываем f от x, умножаем на скобку. Почему неправильно? Минус x плюс x. Что неправильно? Ну, Вроде все нормально. Так. Все нормально. f от x1 минус f от x. x2 минус x плюс
Единственное, что мне здесь не очень нравится, это то, что вот здесь у меня, видите, все-таки слева стоит x2, а справа x. А тут у меня слева стоит, собственно, левое вот это значение, а тут стоит x. Давайте я здесь тоже запишу так, чтобы у меня слева стояла точка, которая располагается справа, да? А справа точка, которая располагается слева. Ну тогда, естественно, поменяется знак. Вот. Значит, f от x2 минус f от x, я пока это запишу, x минус x1 минус f от x минус f от x1 x2 минус x. И вот теперь интересный момент. Я использую теорему Лагранжа. Смотрите, вот у меня здесь в точности разность вида f от b минус f от a, да? И на этом промежутке от a до b у этой функции все хорошо, она дифференцируема, она даже до порядка 2 дифференцируема, поэтому первая производная у нее, конечно, есть. Другое дело, что если я хочу теорему Лагранжа использовать, то мне придется какую-то точку кси взять. Ну, возьму. Значит, по теореме Лагранжа, учитывая дифференциальные свойства функции, я эту первую разность могу переписать так. f от кси x2 минус x, это остается, x минус x1. Где кси это располагается? Где это кси располагается? Между x2 и x1, то есть где-то здесь. Штрих, конечно, ну конечно, разумеется. Минус. А здесь у меня f от x минус f от x1. Ну тоже там все хорошо. Это будет f штрих в какой-то другой точке. Вот давайте это я использую. Вот тут вот где-то здесь находится точка это. Греческая буква, хорошая. X минус x1, x2 минус x. Что интересно, обратите внимание, разности иксов у нас абсолютно одинаковые. Поэтому я могу их вынести за скобку и получить вот что. f' от кси минус f' от это на x2 минус x на x минус x1. И что мы опять видим? Мы опять видим разность уже теперь производных. Причем здесь стоит как раз точка, расположенная справа, а здесь находится точка, расположенная слева. По теореме Лагранжа, если теперь в качестве функции взять именно производную, у нас-то еще вторая производная есть, все условия теоремы Лагранжа для функции f' выполнены. У нее тоже производная есть. Значит, еще раз по теореме Лагранжа мы получаем, что это есть f', уже два штриха. Ну вот ту самую замечательную, давайте я еще напишу, z, да? Где находится z? Где-то вот здесь. Между это и кси. Между это и кси. Здесь получается кси минус это, x2 минус x, x минус x1. Вот это все. Это все, что нам нужно. Теперь смотрите. Каковы знаки всех сомножителей? X находится между x1 и x2. Значит, x минус x1 больше 0. x2 минус x больше 0. Поскольку кси берется где-то здесь, а это берется где-то здесь, все обязательно находятся правее, чем это. Значит, это тоже больше 0. И мы видим, что знак всего нашего числителя определяется знаком
второй производной функции f. Тут, правда, видите, функция, эта вторая производная находится в точке z. Мы не знаем, что это за точка. Но единственное, мы знаем, что она находится между x1 и x2. А по условию в любой точке в этом интервале вторая производная имеет один и тот же знак. Или больше, или меньше. Значит, если предположить, что во всех точках вторая производная больше нуля, то мы получаем, что все это выражение положительно. Это, конечно, тоже положительно. И значит, эта разность тоже положительна. То есть функция выпукла вниз. Если же во всех точках вторая производная меньше нуля, тогда числитель будет отрицательным. Здесь минус, а здесь везде плюс. Знаменатель будет положительным. И эта разность будет отрицательной. То есть наша функция будет выпукла вверх. Вот интересный пример применения теоремы Лагранжа. Да? Двойное применение нам позволяет сравнительно просто вывести такой факт. Можно, конечно, этот факт и по-другому доказать, но, по-моему, тоже весьма занятное доказательство. Ну вот, значит, переваривайте это доказательство, и мы еще немножко по поводу выпуклости поговорим в следующем.